мой тайный страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Так красив свод неба атласный и звездный ясный, струн печален звон. Озарить во ночи улыбкой и стан твой гибкий обниму, любя. До зари, до утра прохлады я петь серенады буду для тебя. Ночь молчит, и тени густеют, но, видишь, бледнеет пред зарей восток. Мирно спит за крепкой стеною, объят тишиною весь наш городок. Мы одни, никто не узнает, пока не светает, выйди на балкон. Звезд огни мерцают, им ввысь посылают. Ну ладно. На воздухе хоть бываешь? В гастроном хожу. Не умирай же с голоду. Работу твою получил. Спасибо, что держишь в курсе. Прочитал. Перечитал. Перечитал. Я не психолог и не лингвист. Я шахтер, инженер. Если тебя интересует мое мнение, я скажу. Конечно, интересует. Говори давай. При всем моем уважении к тебе я вынужден сделать вывод, что твоя диссертация никого, кроме специалистов, заинтересовать не сможет. Ну почему? Особенности пространственной организации, биоэлектрической активности мозга во время речевого акта. Стихи, да. Я обдумал, почему это произошло. Знаешь, ты не смог нащупать болевой точки современности, а она есть. Я собрал для тебя материал по наиболее современной проблеме. Но чтобы тебе не было скучно копаться в статьях, цифрах, я изложил его в виде повести. Выслушай, прошу внимательно, не перебивая. Написано это для тебя. Впоследствии прошу не выбрасывать, а перечитать несколько раз для того, чтобы понять идею полностью. Ты не голоден? Ну, тогда начнем. Название условное «Закрытие Энской ГЭС». Впоследствии можно подумать о более удачном.
турбинном зале Энской ГЭС наступила наконец та долгожданная тишина, показавшаяся неожиданной для всех. Алексей Николаевич Кондратьев вытер пот со лба и прошел, гулко ступая по молчащему залу, обойдя понуро стоящего бывшего директора Лычкина. Он подошел к окну и увидел, как медленно, словно нехотя, вода начинает отступать. Уже никогда более ее безжалостный напор не будет вращать гигантские машины, загубившие сотни и сотни русских деревень и городов, подумал про себя Алексей Николаевич. Ему представилось, как обнажаются из отступающей воды остовы затопленных домов и церквей. Скоро все это заживет полноценной жизнью. Туда вернутся люди, чтобы возродить русскую землю. Мысли его сами собой унеслись на 5 лет назад. Здесь 80, 300. Ну вот, недорого. И Москва рядом. Машина своя. Раз там, раз здесь. Скульптора раньше здесь жили. Такие люди бывали. Не нам с тобой чита. Да я не себе снимаю, отец будет тут жить. Цивилизации не выносит, а тут он, самое то. Это меня Красота. не касается. Кто хотите, те и живите. Дом-то братин. При жизни совсем чужие были. А перед смертью вспомнил, дом отписал. Знаменитый при жизни скульптор был. Мой, земля мала, как остров, без меня тебе не Умер живу. вовремя. Лететь Похоронили с одним почестями. А я кто? Не то, не все, а живу. крылом. Да. Папа, смотри. Не мочу. А если понравится, я могу еще на год сдать. Ну, посмотрим. Короче, как договорились, недельки через 3. Ну, да? 3 так 3. Ну, спасибо. Жена чего не посмотрит? Да, приболела она что-то. Голова у неё. Далеко ехать, а не посмотрела. Единственная просьба, ничего во дворе не трогать. Тут из Москвы люди приезжают, вроде как реликтное место. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, чтоб заплату отдавал, тещу мамой называл, так футболу равнодуш, в компании не скучно. Папа, а почему дядю закопали в землю? Потому что вел себя плохо, вот его и закопали. А если я буду себя хорошо вести? А если ты у меня будешь хорошо себя вести, тебя вот так возьмут и поставят на пьедестал. Ну-ка. Стой-ка. Будь готов. Всегда готов. Как Когда Гагарин Гагарин и Титов. Правильно, молодец, моя маленькая. Девка моя. Сладкая. Господи. Мама, а там великана в землю закопали. Хорошо, хорошо. Да не поедет он. Лучше бы ты этими деньгами сортир бы оклеил. Садишься и перед глазами. Раньше хоть бесплатно блажил. Устала я, Сережа. Суд над преступниками закончился, публика поднялась на ноги и аплодировала стоя. Алексей Николаевич с трудом сдерживал слезы, вспомнив эту сцену. Сознание его вернулось к действительности. Он оглядел друзей, стоявших рядом с ними. «Можно приступать к демонтажу», — сказал Ефим Иванович Пьянков. Так была остановлена и демонтирована Энская ГЭС. Эпилог. Прошел год. Друзья восьмером стояли перед спасенной землей и окидывали ее взглядами. Благодатная нива расстилалась пред ними. Видны были пионеры, пришедшие на уборку урожая. Девочки сплели венки и надели их на головы. Мальчики пели пионерскую песню. Георгий и Вера стояли поодаль, держась за руки. Вера была в белоснежном платье, похожей на невесту. Георгий повернулся к Вере и спросил Веру. 2 раза, Вера. Георгий повернулся к Вере и спросил: «Вера, на какой прекрасной земле мы живем?» Они стояли рядом,
молодые и одухотворенные. Девушка повернула к нему свое лицо. Он наклонился и поцеловал ее в губы. И последнее. Понимаю, что подобный финал может вызвать нарекания, но цель искусства – убедить в том, что справедливость торжествует всегда. Положительный финал – убедить читателя в том, что борьба его во имя Родины осмыслена и верна. Теперь все. Ну что, бать, по-моему, нормально. Молоток. Труженик ты мой милый. Ну, приедем, я еще дома все глазами внимательно посмотрю, ладно? Бать, ты знаешь, я ведь тебе дачу снял под Москвой. Минут 40 езды. Места чудные. Вот. Билет я уже купил, но я тебя предупреждаю, что вначале мы навещать тебя не сможем часто, потому что сейчас Дашка, видишь, в музыкалку пошла. Но суббота-воскресенье твои. Ну что, 3 дня хватит на сборы? А? Да. Бать, ну кончай. Я тебе говорю, приедем, я прочту. Ты как писатель, я как читатель. Переезда не будет. Бать, ну а что случилось, собственно? Почему не будет? Что, Сереже не понравился папин роман, да? Ты сколько читал? Ты 3 часа читал. Я сидел и слова тебе не сказал. Тебе же не понравилась моя диссертация. Дело не в повести. Я читал немало, не заблуждаясь на твой счет. Ты и твои друзья – люди конченые. Это вне обсуждений. Это для молодых, для тех, кому необходим идеал в будущей жизни. Вера – вот кардинальный вопрос каждого поколения. Идеал надо предложить молодым. Иначе вы оставите их с одним ура. С каким ура? С таким. Раньше на Руси как говорили, пели? За царя, за родину. За веру мы грянем дружный ура, так? Да. Царя, слава богу, скинули. Веру отменили. А мы как жили? С чем умирали? За родину? За Сталина? Перед смертью кричали. Победили с этим. Сталина теперь убрали. Что осталось? За родину ура! А родина для вас что? Звук? Родина в опасности, а вы глухи? Вы разучились страдать и любить. Да. Вы объединяетесь не для того, чтобы созидать, Родина все время а для в того, чтобы опасности. смеяться над Ой, бедами бать, я прошу и тебя, ошибками ну, Родины. перестань уже. Ваше единство в критике того, что сделано и делается, в насмешках Слушай, и анекдотах. ну, поберегите А сейчас, в себя, настоящий бать, а? ответственнейший момент, Побереги, ради вам Бога. дали возможность знать все точки зрения на тот или иной предмет, а вы потеряли стержень, вы сбили с дороги, вы забыли о цели, вы даже не знаете, что такое цель, а ты сам на глазах превращаешься в шутна. А да, я А сейчас шут, каждый человек я должен найти место в борьбе, Так а не что отношение к ней. же? Вот 500 тысяч гектаров плодородных земель погибло из-за постройки одного рыбинского водохранилища. 190 городов. Более 5000 деревень погибли безвозвратно. И вместе с ними ушла русская культура, создававшаяся веками. Я не писатель и не стремлюсь, но смысл и боль ты должен был понять. Ты мертвый человек. Мертвый человек. Ничтожество. Нищий и убогий человек. А ты-то кто, бать? Ты что, твои гидростанции я, что ли, строил? Или это я ура орал до посинения, когда вы там топили города и села? Да меня в помине не было, когда вы там такое портачили в своем энтузиазме, от чего сейчас самим страшно. Ура! Я это ура твое выдавливаю из себя всю свою жизнь, потому что стыдно. Неумно, знаешь ли, всерьез строить, а потом лабуду писать про спасенную Россию. Чего ты своей жизнью добился, и вы все? Того, что мне 38 лет, а я жить не хочу, этого, да? Вы врали, вам врали,
всю свою жизнь, и теперь боитесь друг другу сознаться. Счастлива мать. Она не увидела, какого подонка. Да хватит! Ух ты! Да я не мог физически приехать, я не мог, 100 раз тебе уже говорю, я не мог быть у мамы на похоронах. Я приехал к тебе, потому что отец, жизнь потому что сегодня я провел в труде. здорова завтра нет, Люди, потому что старый уже. окружавшие Что ж ты меня, делаешь-то не все заслужили время? ни одного худого слова. Мы умирали за вас. Нам Мы нет строили для вас преград, новую а жизнь. нам их и не надо. Не могу больше, замолчи! Ты враг. Ты настоящий, страшный враг. Я прошу тебя уйти. Уеду я шут, я мертвый человек, сам знаю, ладно. Ух, будь здоров! Многие лета спасителем Отечества и лично тебе, Кирилл Иванович. Что ж ты из меня говно-то делаешь, бать? Ну я же... Провались ты. Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощание. Мне стали слишком малы твои тертые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Goodbye, Америка, о, где я не буду никогда. Услышу ли песню, которую запомню навсегда. Дорогие друзья, мы продолжаем концерт нашего рок-клуба. Для вас играет свою программу группа Nautilus Pompilius. В твоих проводах, если холоден голос в твоем телефоне, я могу понять и могу простить. Я звоню никуда, я забыл даже. Как называется эта хреновина-то? Наутилус Да я не знаю, но как-то моллюск какой-то. Но это не точно. Повесишь на стул позабытую тень. Ты мне весь нос уже сожгла. Казанова, Казанова. Моллюски, значит. Вот так вернешься, руками разведешь. Откуда вернешься? Ты сидел 2 года, дали 5, выпустили раньше. О, смотри. Раньше здесь перемычка была. Ворот подновили, наверное, к празднику. А за что сидел? За аварию. За что? Шахта обвалилась. 2 покалечила. А я инженер ответственный по безопасности. Понятно. Ну вот, вернулся. Корреспондент, значит, приезжает.
Андрей Иванович, будем писать о несправедливости, проявленной к вам. Я говорю, а кто мне 2 года вернет? Ну, надо же думать о будущем. И я о нем всегда думаю. Что там говоришь? Поберегись! Ух, черт. Ну, а ты кто по специальности? Я психолог лингвистический. Ну, интересно? Мне да. Идем посмотрим. а? Там чего-то кино не иначе снимать. Смотри. Пойдем, а? Андрей, как тебя зовут? Погаси, рано еще отойдешь. Убери сейчас дымы, они здесь не нужны. Зачем вы балуетесь пистолетом? Это же боевое оружие, ну не игрушки, же честное слово. Просто люди, сколько можно говорить одно и то же? Коля, погаси движочек, соляры и так мало. Почему у солдата патлы? Точно, кино. Солдат, кто бандит, кто охранник. Ты смотри, полная программа. Там моллюски, здесь кино. Андрей, не забудь, сигнал на ранение. Ты смотри, бандиты, милиция. Куда игрались? Я же просила не баловаться с оружием. Уберите людей с площадки. Костюмер, рубашка запасная у нас найдется? Слышь, когда я маленький был, мне отец рассказывал, точно на этом месте машину зарплаты ограбили. Идем на шахтный двор, оттуда виднее, а? Прямо я не понимаю, что творится. Ну, давай, подвинусь. Почему мы все время ищем Миша? Скоро на голову садиться будешь. Аэроплан! Замечательный труд академика Трофима Денисовича Лысенко «Агробиология», опубликованный в 1948 году, рисует путь последовательного развития мичуринского учения за последние 15 лет. Агробиология, страница за страницей, повествует о непримиримой борьбе академика Лысенко с врагами мичуринского учения, менделистами, морганистами. Ты смотри, откопали, а? Киношники, наверное. Эй! Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Это своего рода повествование об историческом прошлом. Командир! О борьбе Ты не заблудился, а? Кто будете? Артист, что ли? Ага. Из Голливуда. Приехали к тебе за опытом. Да ну. Да. Откуда? Из Голливуда, говорю. Понятно. А документики-то у вас есть, а? Ты смотри, я вот тебя сейчас из седла выдерну и набью одно место. Ковбой сопливый. Ты меня? Я тебя, а он мне А ну не с поможет. места! Стрелять буду! Тихо, командир, уберите дуру. А ну-ка вернуться на шахту! Ты что, дурел, что ли? Вперед! Вперед! Ты понимаешь, что ли? Ну что, артист, давай вперед! Давай, давай! Куда? А ну-ка! Да убери ты руки, что ты Вперед. заигрался. Спокойно, командир, Ну, давай. Спокойно, спокойно. Ну, Вот, деньги привезли! к стене. Тёть Дусь, а ты чё, не на воскреснике, а? Воскресник, какой может быть воскресник? Ты власть или не власть? Ладно, ладно. Третий день деньги не везут. У меня Аглоедов полный дом. Обещали 5-го, а сегодня 8-е. Воскресник, ты что ли мою семью кормить будешь? Один малохольный на воскресниках всё. ошивается, и ты туда же. Вот жизнь окаянная. Так, документы. Вывернуть все из карманов. Считаю вас подозрительными личностями. Конечно, если вы простые люди, вас отпустят. А если американские шпионы, вам крупно повезло. Я в разведроте служил на Первом Белорусском. А будете сопротивляться, продырявлю вам башки. Шизоид, ты за дуру свою не хватайся, там же боевые патроны. Ха, денежки-то не наши? Слышь, смотри. Так. И курево заграничное. За дураков нас считали. Не могли замаскироваться получше. А ну-ка к стене. Руки за голову. А ну-ка, живо! Ну! Болван. Аня! Да, Ребенка. 2:12. Жду. Ну все, командир, поигрались? Кончай эту комедию. Стоять. Деньги, что ли, привезли?
Вот и бандиты. Стоять! Стоять! Нет, все-таки кино. Стреляй! Бей! Дави! Да что это? Дядя! Чего возишься? Дядя! Кино. Отойди! Дядя! Отойди! Бежать! К ходу! Мы с тобой с ума не сошли? А на пару. Ёлки-палки. Это ж Сашка танкист. Он на нашей улице жил с сестрой. Когда затихает природа, и яркая всходит луна, матросы погибшего флота на скалы выходят со дна. Витька тебя мама зовет! Ты слышь, Виш, ты что не разумеешь? Баллада. А ладно, пиши. Тетя Мань, песню вспомнила? Та у мене тільки твої пісні в голові. Знову старкара забула. Ну иди тогда гуляй, свободно. Сашенька, я потім принесу, як згадаю. Потім, усе забуваєш. А щоб ти сказився. Забула, куди йшла. Я не помнила, голова дырявая. Сашко, ты куда пишешь? Сашко, верни, Сашко. Что ты? Німці везуть! Німці везуть! Was machst du? Bitte, Ты чего там? Тебе что, жить надоело? Was ist los, Kurt? Ein armer Schlucker ist beinahe unter die Räder geraten. Ein Blinder, glaube ich. Was will er? Приезжай! Der bittet um ein Lied. Сашко, geht es nicht. веди иди, Сашко. Да веди иди, Nur Mut, Johann, wir kehren daheim. Wir sind am Leben und kehren heim. Sing doch. Ich versuch's. Gut. Володь, что они такие скучные? Эх, вы! Zähl dich nicht, wir wissen doch alle, wie du singen kannst. Быстрее! Песню! Давай! Ну-ка, Wie lange werden wir warten? переводи. Hitler kaputt, Hitler kaputt. Мужики, эх вы! А, домой же едете! Das Leben was haben die beiden? Arme Luder. Wir sind alle arme Luder. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Liegt darf nun die Heimat ich schau und grüßen froh deine lieblichen Augen. Nun lass ich ruhen den Wanderstab, weil Gott getreu ich gepilgert hab. Значит так, я шел справа, ты споткнулся и упал. Значит, да, самолет еще пролетел. Падай. Ну что? Ничего. Ничего. Так, сейчас я попробую с другой ноги. Подожди. Хоп. Нет, да. Давай еще раз. Ну-ка, давай попробуем как. В обратной съемке, как в кино. Так, ну-ка. Раз. Самолет. Ну-ка. Нет. Так, ну что делать теперь? Может, надо повторить завтра? В это же время. А ты не помнишь, во сколько я упал? Черт его знает. Может, это около 7. Как надо вычислить. А в милиции на газетке-то 49-й год был. Ну, правильно, все совпадает. 8 мая, завтра праздник. 49-й год. Бред какой-то. Что же у нас в 49-м было-то? Ни хрена не знаешь. Атомную бомбу мы, по-моему, изобрели. А Донбасс когда восстановили? В
В 43-м. Отец еще рассказывал, они с матерью изолятора в развалинах собирали. В 43-м? Ага. Так, по-моему, ГДР образовали. Слушай, так я ж родился в 49-м. Ну, поздравляю. Вот так. Бред, да не может этого быть. Ну, почему не может-то? Может. Мне, когда срок дали, тоже не верилось. А оказалось, действительно. Черт. Похожее ощущение. Ну, давай знакомиться. Немчинов Андрей Иванович. Тухманов Давид Львович, шучу, Пшеничный Сергей. Тебя дома-то не будут искать? Да, кому? Мне жена должна звонить. Бред. Здравствуйте. Здравствуйте. А это, говорю, стой. Не подходи. Тут не глухой. Черный окна, смотри. Ну куда ты без мене? Ну здурів чи що? Мене пожалів. Ну що я тобі такого сказав? Ну що я сказав? Ну нічого награди мусорить. Сказав, ну наші вони кровні, а тих пацану. Ну не цацькі, наші кровні. Ну і все путем. Ну що я такого сказав? Ну. Не ори на меня. Да не оруй на тебе. Ну не оруй ти. Срезал меня. Немец. Ну, Сань. Ну все путем. Ну, Сань. Ну що, Сань, ну і все путем, ну ми стільки з тобою бачили. Ну кров друзів, сльози матерей. Ну ми ж з тобою, Сань, ну і все путем. Ну і все путем, ну. Не заслужили. Ты слепой, а я хромой. Пойду. А вместе мы полноценный организм. Ну что, ну пойдем. На место, пошел. На место тебе говорю. Пошла отсюда. Фу. Кирилл! Ой. Пират, место! Место! Место, я тебе говорю! Место! Я тебе! Ух ты! Проходите. А вы кто? У вас такое лицо знакомое. Вы на экспериментальной станции в Сталинско-Кузнецком не работали? Кирилла нет. Он уехал в район кадров просить. Стране нужен уголь, кадров нету. У нас даже многие женщины работают. На работу ходят, а дети зачуханные. А вы не инженер? Нет. А жалко. У нас инженеры на особом счету. У них даже общежитие отдельное. Да вы так не волнуйтесь. Кирилл обязательно скоро приедет. Услышит, что кассу ограбили. Забоится за нас. Страшно, конечно. 3 убили. Так. Вы, наверное, с юго-западного знакомы. За что? С юго-западного. Этого я не знаю. А я пойду. Вы только не уезжайте. Нет, я сейчас пешком прогуляюсь. Что-то нехорошо. Смотрите, не уезжайте, а то Кирилл меня заругает, что не сагитировала. Ага, ладно, я пошел.
Ну, я пойду. Общежитие налево, по улице. Серега зарубит! Беги! Брысь! Все, оторвались. А я к своим пошел, идет. Здравствуйте, говорю. Как дела? Пока говорит, кто такой? Документы? Я забыл, кассу ограбили. Они сегодня все бандитов боятся. Я говорю, ты что, мужик? Может, я корреспондент? А он топор в руки и за мной. Надо же. Оба живы. И пахан, и мама. И я маленький, бегаю. Хорошо, правда. Ну ты чё, у своих-то был, слышь? Был я, маму видел. Ну, надо что-то решать. Как-то устраиваться, слышь? А? Осторожно! Опять лошадь, смотри. Или устраиваться надо, а то родной тебе с ментовку сдаст. Ну как это называется? Убьют ведь, застрелят или зарежут, и концов не найдешь. Ну, у меня машина сломалась, я тороплюсь, спешу. И что же, калитка нараспашку, дверь открыта. Ну как же так, ну? Не любишь ты меня, себя не бережешь, не жалеешь. Вот еще раз повторится такое, я в дом не войду. Живи одна, одна воспитывай, ну. Ну вот, совсем глупый у нас мамка. Алло? Как слышен? Прием. Шевелится. Здорово, мужики! Ну что, выдали на гора? Ну пошли. Ну что, к нам надолго? Вместе надо держаться. А на шахте-то не были еще? Нет. Здрасте, мать. Здрасте. Уголь стране позарез нужен. Тут арифметика простая. 1,5 года я на шахте, 1500 на книжке. У меня мать в деревне бедствует. Привет. 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 У меня братан был, так он на войне погиб. Я что решил? Я решил, гроши накоплю и женюсь на невестке. Угу. Пошли. Слушай, А сегодня какой день недели? Воскресенье. Так что ж мы идем, если воскресенье? Здорово. Как? Так день повышенной добычи. Ты что, пошли. А я вначале ничего не понял. Петренко к начальнику. Я испугался, оказывается, новенький. Не дрейфь. Я вначале тоже шахты боялся. Посвящается в шахтеры! Аминь! Целуй. Да перестань ты ей. Как думаешь,
думаешь, война с Америкой будет? Что? В каком смысле? А, нет, не будет. Выходи. Здорово, бабоньки! Здравствуйте. Здравствуй. Пошли. А что это с тобой за новенький, а, Федь? Ты под ноги смотри. Здрасте. Это что? Дверь вентиляционная. О, чуешь, угольком как пахнет. Ну что, не страшно? В лаве хуже. Там узко, тесно. Зато дороги из лавы широкие. Потому как в забое человек поставлен лицом к природе. Легче проявить себя. С виду маленький, неказистый перед громадиной. Обязательно выходит победителем. Понятно? Понятно. Ну что встал? Пошли. Дальше к забою теплее будет. А вот спиртного шахта не любит. Идешь и метров на 200 разносит запах по выработке. Пошли. Так что никогда не пей перед спуском, понял? Это шахта старая, дореволюционная еще. Вижу, что революционная. О, ты смотри, какая красота. Это снег, что ли? Ты что? Это шахтная плесень. Вот говорят, если в мире ничего не лишнее, то ее когда-нибудь используют. Ох, ты про пиццелин слыхал? Читал. Во, чудеса, говорят, делай. А тишина, а воздух. Айда. Ты смотри, ну надо же, а. А наколенники я тебе из автомобильной резины сделаю. Зачем? Так колени все до костей сотрешь. Пошли. Слышь, нахрена ж вы в таких условиях работаете? Так уголь стране нужен. О. Вот он. Мухарев. Лучший забойщик. Зубки личным способом закаливает. Добрый час уголек добывать! Вот мы и дома. Инженер! Горняк! К нам, да? Валя, кофе! Прости, руки-то как следует пожать не могу. Сухожилие перебито. Садись. Да ничего, спасибо. Садись. Спасибо. Инженер, значит. Дело, голуба. Я здесь 2-й месяц. Трудно, браток. Восстановительных работ под землей много. Производительность не дотянем до довоенной. Растеряли горных мастеров. Андрей Иванович. Да. Андрей Иванович. Ты начальник без участка, а у меня участок без начальника. Сторгуемся. Я тебе клянусь честью шахтера, процентов на 20 можно повысить общую добычу. А 20 и 60 – это уже 80% довоенной добычи, правильно? Правильно. Вот. Жизнь-то. Жизнь-то больше всего тепло любит. У нас сегодня день повышенной добычи. Сейчас пойдешь на шахту «Молодежная», осмотришь заброшенные шурфы. Угу. Сейчас ты откуда? Из Москвы. Она страшно довольна, себя все долой и в позочку. А он пристраивается и умиротворенно говорит. А теперь медленно, медленно и в люлю. Новенький. Да новенький, он 1-й день на шахте. А ты, Федор, опять без харчей. Ой, кулак. На, держи. Угу. Спасибо. Шахтер? Нет. Ты говоришь, ну, а то чепуха. Научим. Медленно. А родные как? Жить, иди, ты е. Вот так, вот так. Далеко. Плохо. Война в гроб, ее мать столько делов наделала. А ты родными бросаешься. Ну что ты киваешь, слухать надо, старший. Ну, дед. Федя! А? Мамаша-то пишет. Сад они вырубили от налогов. Одни пеньки торчат.
А яблоки у нас были. Вот такие здоровые. Ну что, не диверсант у тебя, что ли? Всей стране тяжело. А они, понимаешь, от налоговых кусты. Куда советская власть смотрит? Ну не все ж такие придурки, как ты. Ты, сопля, прикуси язык. Там наверху лучше нашего знают, кому что полагается. А если я яблочек захочу? Приду на базар, а там фиг. Я когда-нибудь угроблю этого шибзика. Скажи ему! Мы тут в курсе. На передовой трудового фронта корячимся, а не? Чё хнычешь, Федор? Бухарь-то правду сказал. Василий. Что, обиделся, что ли, а? Ой, ой. Плохо. А что такое сказал? Что он взбеленился, побежал, видите ли? Да черт! Обиделся. Шипздик. Эй, антрацит! Хоть сюда! Здорово, антрацит. Ха! Че он такой худющий-то? Смотри. На! Сальца дай ему, сальца. Давай, давай. Корми свою семью. Фрау-то разродилась вчера. Что, уже, что ли? Да, 4 рта. У Федьки дай выработки. Мужик, что ж ты хочешь? Антрацит. А вот и Роза пришла! Ну-ка, бери. Ой, Розочка пришла! Захватил! А я растерялся. Смотри, Розочка, газомещ Многолюдкин один. Опасно. Крысы здесь, значит, не взорветесь. Ну ладно, пошли. Рядом поработаем, посмотрю, какой из себя шахтер получится. Стахановец хрен. Михаил Иванович, не замерз? Парень я молодой. Будто с бородой. Я не беспокою. Давай пошевеливайся, что хлеб не стыдно было в руки брать. А когда Уйди отсюда. будем стриться, будем. Давай, давай. Ребятки, кровля заиграла! Атас! Живее, ребятки! Бухарь! Это же не человек, это же будчик. Федор! Что как штаны наклал? Сейчас гребнется. Во. Смотри, дышит. Эх, еще бы пару стоечек, а? Куда? Куда, сопляк? Бухарь! Жалею еще спину! Спину давай! Упрись ногами, Людкин! Людкин! Ой, Ноги отстали! Ой, ой, Ноги отстали! Ну что ты забился, как сука в конуру? Помогай! А когда прогоним фри... Ну что, старатели, управляем сюда, работнички. Будем брыться. Эх, стриться, брыться, умываться. Смело целоваться.
Серега! Серег! Ну и видок у тебя. А я, старик, в порядке. Лично с начальником шахты знаком. Видишь, одели по разнарядке. О, денег даже дал на всякий случай. Говорит, не заманят ли империалисты в западню нашего ума? Я говорю, не беспокойся, Штюхин, не заманят, не позволим. О, газет я натырил, чтоб в курсе был. Сейчас почитаем. Значит так. А интересно, Серег. Вот смотри, в Москве строится станция метро Смоленская. Так, создан Атлантический блок НАТО. Что там еще есть? О! Реакционная генетика на службе империализма. Ты смотри. О проблемах профтехобразования пишут. Сколько лет прошло, а проблемы все те же. Пошли. Кстати, Сереж, много общих проблем. Ты куда? Проволоки. Еще раз попытаемся. Ну что ж, попытка не пытка. Рискнем. Агробиология, страница Левой ноги попробуй. Да подожди. повествует о непримиримой борьбе академика Лысенко с врагами Мичуринского Да хватит истериковать, Марадона. морганистами. Перед читателями Ты проволоки раскрывается здесь делаешь. А в чем? процесс, путь к торжеству материалистической биологии над идеалистической. Агробиология – это своего рода повествование об историческом прошлом, о борьбе, увенчавшейся победой на сессии Всесоюзной академии У Брэдбери есть такой рассказ. Два мужика попали в другое время. Когда шли, бабочку раздавили, потом вернулись. Нарушилась причинно-следственная связь. И мы вот так же вернемся, а там болот, как батя говорил, или еще хуже, помойка. Брэдбери, Брэдбери. При чем здесь Брэдбери? Здесь же все-таки Россия. А ты на какой шахте работаешь? А пьяный, там сегодня парня задавили. Дерево у них дефицит, вот елки. Че ты? Я ж за нее и сидел. Восстанавливали наспех, ну и вырабатывали, пока не рухнуло. Я столько раз предупреждал, а мне еще и срок дали. А я ее закрою к чертовой матери. А тебя на молодежную. Там и заработок, и пресса вся там. Хочешь? М? Ты куда? Пошли погуляем. В гробу. Ну ладно, иди, поной. А я воскресник погляжу. Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. А хрен с тобой. С парнем. Вон до того куста. Давай! Вон до того куста. Давай, давай!
Здрасте. О, Роза. Дерево на шахте дефицит. Люди из-за него гибнут, а Роза не иначе стоечку домой прет. И так всю страну и разворовали. 2:12 жду. Все, Роза. Идем. Куда? Тут. Домой. Держи. Помогаю. Роза, а ты живешь-то где? Устал я нынче. Смотри, далековато ты живешь-то. Пришли. Стой! Кто идет? Я! Это кто? Это мой брат, не беспокойся. Саш! Подожди. Я. Ну вот я молчу, а он говорит, давай трясу. Саш, только не ругайся, хорошо? Обещаешь? Ладно. Все. Здорово. Да что там стойка? Тоже на растопку. Не журись. Что такой мокрый? Да трудовой пот. Веселый хлопчик. Ага. Пойдем в хату. Пойдем. Повечерим. Какой ты шахтер. Думаешь, глазами видит? Вот смотри, какой я был с глазами. О, орел. А это кто? Ой, когда было. Это еще до войны. А сегодня немцев пленных обратно домой отправляли. Сашка на весь воскресенье кричал. Кричал. Сашка, а я спросить хотел, а чё их никак не отправить-то? Войну, помнишь? Кто я? Сашка, войну надо помнить, чтоб не забывать. Я ее прошел от и до. Первый белорусский разведрота. Я, Сайка, знаешь, видел такое, чего тебе и не снилось. Сашка, гибель друзей, смерть близких, слезы матерей. Господи. Ладно, я сейчас отошел от войны. Занимаюсь лингвистической, ну, в общем, журналистикой. О! Ой. А что это? О, это мои влагонепроницательные. Ребята, это история. Помнишь встречу на Эльбе? Не именные часики-то. Мне их подарил командующий союзническими войсками Эйзенхауэр Дуайт. Гляди на. Сань, а чего началось? Ахуй, поселите там, или как? Ну, что ты такой? Сань, ты меня спросить хочешь? Ну, ты спрашивай, а? Дай мне песню, которая без войны. Песню? Ща. Ща. Девушки пригожие тихой песней встретили, и в забой отправился парень молодой.
Что ж ты не спишь-то? Принеси мне воды. Ага. О, Господи. Роза. Хорошо. Спасибо. Слушай, возьми. Вот сделай, как когда гладит. Вот. Ну. Как живешь-то? И хорошо. Молодец. Я никогда не крала. Чего же они ее бросили? Кассу вон ограбили, 3 человек убили. Ребенка милиционера. А в прошлом месяце всю зарплату на займы забрали. Живем как мураши. Присыплет выкарабкаемся, опять копаемся. Как мураши. А ты сексуальная. Какая? Хорошая, значит. Ага. Правда, Федьку жалко? А может, отходили? Навряд ли, конечно. Да и что лучше-то неизвестно. Инвалид на всю жизнь. Ой, Кучковский. На работу скоро. Не любишь ты меня. Себя не бережешь, не жалеешь. Вот еще раз повторится такое, я в дом не войду. Ну вот, совсем глупый у нас мамка. Здесь. За углом подождешь. А что случилось? Роза! Кто кричал? Что случилось? Не могу я! Сереженька, ну я измучилась. Вся он 4-й год кричит. Войну забыть не может. Сереженька, не уезжай! Останься. И я предупреждал Кирилла Ивановича. Попридержи язык. Партия не заслужила, чтобы даже такие уважаемые люди, как твой муж, позволяли себе оскорблять и меня, и руководство. Справедливость восторжествует. Найдутся люди, которые поймут и простят. Преступники будут наказаны. Роза. Кто? Что же вы? Забулдыги! Девку пугаете! Я проснулась. Она и так вся облапанная. Ты что, одурел, что ли? Не Мало нормально. баб сохнет. Я из-за Саня, таких, как ты, если на ты думаешь, что... фронте глаза Саня, я тебе говорю, что ничего не было. потерял! Не
нормальный. Ничего не было. Да уйди ты отсюда! Убью! Ну ты даешь. Молодец. Дядя Петя, тетя Ну ты Галя! орешь! Чего надо? Шоколада! Сказала Пранчи, я б сам ушел. Сейчас дядя Петя даст тебе шоколада! Ладно, передо мной не надо выдрючиваться, я и сам все помню. И милый, и дорогой, и любимый, все твои поцелуйчики. Да ладно, ну ты что, с ума? Ух ты! Дура же ты! Ох! Идиот. Товарищ! Здесь проживает воровка! Она стойку украла! Проверьте, Саша! я видел сам! Неправда! Козел! Сестренка! Иди сюда! Неправда. Валюша, здравствуй. Тюкин у себя? Здрасте. А вы, собственно... Здравствуйте, товарищ Тюкин. Здравствуйте, ко мне. К вам, к вам. Значит так, товарищ Тюкин. Я на Молодежной был, заброшенные шурфы осмотрел. Но главное, на пьяную заглянул. Выводы и предложения записал. А вы, простите, кто будете? Как кто? Немчинов Андрей Иванович. Бывший заместитель начальника участка, инженер. Ну, вчера решили приступать. Инженер. Горняк! К нам, да? Валя, кофе! Прости, руки как следует пожать не могу, сухожилие перебито. Садись, садись. Инженер, значит. Дело, голуба. Я здесь 2-й месяц. Трудно, браток. Восстановительных работ под землей много. Производительность никак не дотянем до довоенной. Растеряли горных мастеров, Андрей... Андрей Иванович. Андрей Иванович. Ты начальник без участка, а у меня участок без начальника. Сторгуемся. Я тебе клянусь честью шахтера, процентов на 20 можно повысить общую добычу. А 20 и 60 – это уже 80% довоенной добычи. Правильно? А жизнь-то больше всего тепло любит. Пожалуйста, кушайте. У нас сегодня день повышенной добычи. Ты сейчас откуда? Я из Москвы. Ты имеешь тайный умысел. Как там? Не слыхать ли чего нового про братский... Китай. Китай? Я чего опасаюсь? Как бы империалисты не заманили в западню нашего Мао. У них, у реакционеров, золота много, промышленность развита, то все. Одно могу сказать, товарищ Тюкин, твердо. Китайский народ победит и будет строить светлое будущее. Добре. Правильно, товарищ Немчинов. Заживем получше, поможем братьям нашим. Восстановим промышленность, сеем парочку добрых урожаев и опять богатствие. Нам с тобою угольку главное дать побольше. А ты, значит, прям сразу вот так, с предложением. Почитаем. Кстати, у тебя с деньгами как? Помощь не требуется? Держи. 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 Здрасте. Ну что, ребенка, Мерина твоего опять вчера застукали. Распустил скотину. А кто же виноват? Мужики и ваши. Не сам же он себе наливает. А может, ты сам? Здорово. Ты в шахте был? Не, смотри. Милиционер-то наш живехонький, узнаешь? Так и Тюкин меня не узнал. Слышь? Ага. Кофе напоил, 4 бутерброда. Потом вот денег дал. Тебе? Заело время, понял? Меню в столовой вчерашнее. После работы воскресник. Все по новой пошло. А в 10 часов телеграмму из министерства принесут. А потом ограбление. Не веришь? Андрей Иванович, зайдите, пожалуйста, к Тюкину, срочно! Накрылась наша бабочка. На моем столе лежат 2 документа. Документ 1. Правительственная телеграмма. В связи с резким понижением добычи по комбинату прошу принять меры безусловному выполнению добычи и поставки коксующегося угля. Заместитель председателя Совета министров.
Документ второй. От начальника участка Немчинова. Товарищ Тюрин. Занят. В связи с бесперспективностью работы на шахте «Пьяная» предлагаю ее закрыть. Могу задать вопрос? Конечно, можете. Пока будешь восстанавливать шурфы, «Пьяная» будет стоять. Будет стоять. Угу. Сколько в сутки дает «Пьяная»? 20 тонн. 20 помножить на 20? Ну, 400. Значит, согласно твоему документу, 400 тонн угля я умыкаю у государства. Да каждая лава перекроет в несколько раз, и через 20 дней... Через 20 дней от твоей головы останется воспоминание. Стране нужен уголь. Уголь. Вот реальное задание нашей партии. И вот наш ответ. Через 30 лет она обвалится, а я сяду. И мне моя жена кукукнет, как заключенному, понял? Через 30 лет другие коммунисты ответят перед партией. А наша задача выстоять в наше конкретное время. И с этой точки только диверсант и провокатор может, по-твоему, ответить на требования руководства. Ты мне своей бумажкой не тычь! Я твоей бумажки место знаю! Давай, давай! Звони! Тюкин, 2:12. Жду. Давай, давай, закладывай! Ну, давай, давай, ну! Пес! Ребенка! Вернуть! Скажи. Ребенка, Ребенка, быстро! Черт! Кирилл! А вы кто? У вас такое лицо знакомое. Вы на экспериментальной станции в Сталинск-Кузнецком не работали? А Кирилла нет. Он уехал за кадрами. Стране нужен уголь, кадров нету. Я тебя последний раз предупреждаю. У меня и так голова кругом. Кассу шахту управления сегодня ограбили. Ребенка убили, еще троих. Завтра похорон. А ты война кончилась. Юра, Юрочка, ты только пиши! Куда ты прешь, а? Ну не тычь ты меня своим ребятам! У тебя брат растет, он должен равняться на тебя! Не расстраивайся, не расстраивайся.
Во всех лавах тысячи последователей Запорожца и Пастухова. Они ведут за собой Донбасс. Не за горами тот день, когда Донбасс скажет: есть довоенная мощность. Ой, как я хочу на Камчатку. Вся країна на нас дивиться. А потому Шахтеры! что пацаны есть Донбасс. Друзья, все вы уже ознакомились с телеграммой, присланной нам сегодня из министерства. Мы знаем, как заботится партия, правительство об улучшении жизни советского народа. 1 марта было произведено очередное понижение цен более чем на 30 наименований. Теперь нам угольком это подкрепить надо, чтобы еще больше росла мощь советского государства. Слово предоставляется новому инженеру товарищу Немчинову Андрею Ивановичу. Дорогие товарищи, я счастлив тем, что выставляю сегодня на повестку дня свое новое и неожиданное предложение о закрытии шахты «Пьяная». От себя могу добавить, что в Москве, откуда я только что приехал, мне была обещана самая серьезная и самая искренняя поддержка на самых высших уровнях нашего родного правительства. Не буду хвалиться, но горжусь этим обстоятельством и прошу вас отнестись самым внимательнейшим образом к моему предложению. Слово предоставляется лучшему забойщику шахты, товарищу Бухареву. Товарищи! Кажется, совсем недавно закончилась война. И вот опять вырос и гремит Донбасс. А вместе с ним и наша жизнь в гору идет. Прямо скажу, душа радуется, как подумаешь о нашем родном товарище Сталине, о том, как верно ведет он наше государство. 82. 86. 83. Ты что? За одним еще машина 76. Люди в советской стране. 2:12. Жду. Сегодня будет совершена попытка ограбления машины с зарплатой шахтеров. Требуется усилить охрану. Договорить. Договорить. Надо уметь завоевывать. Строить его прочно и уверенно, как строят большой дом для большой красивой жизни. Говорит Москва. Горняки шахты готовят достойную встречу 70-летию любимого вождя товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Трудно выразить чувство благодарности, любви и признательности каждого из нас, наших семей, к родному товарищу Сталину. Со Сталиным мы побеждали, побеждаем и будем побеждать. И в этом смысле, дорогие товарищи, чрезвычайно важной представляется мне инициатива, проявленная новым инженером, представителем, так сказать, шахтерской интеллигенции. Сегодня день интерес на шахте, а как глубоко проникся ее проблемами. Корень смотрит, товарищ Немчинов. Побольше бы нам таких инициатив. ну-ка дай-ка мне. Еще важно то, что мы всем миром, так сказать, принимаем решение этого вопроса. Не только все мы выполняем задачи, пустили нам сверху, но и сами Ну что, и у тебя не получается? А? Жаль. Но, товарищи, все мы также знаем реальное положение вещей. Всем вам известно, с каким трудом, наступлением зимы, мы буквально вытираем уголь
для отапливания шахтерских домов, для своих, так сказать, личных нужд. Это жизнь, товарищи. Наша с вами жизнь. Шахта Пьяная дает в сутки 20 тонн угля. Это немного. Но и немало. И может давать больше. По предложению того же товарища Немчинова, даже своевременный и строгий учет порожняка позволит значительно повысить добычу угля. Я сам берусь быть первым помощником товарища Немчинова в этом насущном и главном, товарищи, реальном вопросе. Сергей! Ну, отпусти! Серега! Серега! Живой, черт! Здорово, подлец! Пилигрим ты хренов! Слышь, Серег, а я сначала не понял, что ты уехал-то. Где Сергей? Даже ждать не сразу стал, пока понял. Он даже календарь завел. Ну иди садись. Так. Пей. Ну, будь здоров, а сам? Я не буду, не. Я тут попил одно время, все, больше не могу. О, зубы-то нет. Как-нибудь потом расскажу. Один раз ночью сплю, вдруг бабах! Вскочил. Думаю, черт, ну а вдруг его завалило на шахте на Пьяной. Ай, идиот. Давай, икру бери. Какую Успекаеву, да? Помнишь? Ваше благородие, госпожа Разлука. Ну чё, похорошело? Угу. Ну, рассказывай, как ты тут? А что рассказывать-то? Я тут как бог. Творю, караю, спасаю. Вот сегодня Федьку на шахту не допустил. Теперь он живой. Сегодня на воскресник патефон притащишь, пластинки хорошие. В общем, послушаешь. Да, кассу не даю ограбить. Мужики теперь при деньгах. Кстати, бери. А то мало ли что. Разных бери. Для меня это не проблема. Я каждое утро к Тюкину. Инженер, горняк. Ну и сотни в день, как у стахановцев. Я, правда, поиздержался, мотоцикл купил. Машина «Зверь», киевлянин называется. Это же, даже видел. Вот горку никак взять не могу. И пьяную закрыть. А во! Помните, Джеймс, дружба народов России и Америки – это сейчас самый главный вопрос, который стоит перед человечеством. Это мы в кино ходим. 29 раз встреча на Эльбе. Я ведь раньше как думал. Главное найти какой-нибудь новый подход к ним, чтобы объяснить и закрыть эту чертову шахту. Один раз Тюкина с утречка поднял, в шахту засунул. Пласты выработаны, крепление аховое, шахта дореволюционная еще. Ну, показал, убедил. Решили закрыть. Надо Пьяную. Так нет. Товарищ Тюкин, вам телеграмма от гипопотама. Ну и снова здорово. Стране нужен уголь, провокатор, диверсант. Ну, я и запил. Взрывчатки насобирал, решил, взорву Пьяную. В церкви даже был. Мертвые оживают, живые как мертвые. Все можно, понимаешь? А на завтра все по новой. Я даже не знаю, выживет Федька потом или нет. Вот так и живу. Творю, спасаю. Устаю очень, Сережа. Очень устаю. Но главное, я уже знаю, как действовать. Понимаешь? Ты не видел главного, Сережа.
Они меняются. Если изо дня в день повторять одно и то же, они запоминают. Нужно только ежедневно и с полной отдачей. Ой, Андрей, да я тоже думал, и варианты пробовал. Убежать нельзя, я проверил. А изменить что-либо тоже. Значит, остается одно, чтоб этот день двинулся, не надо делать ничего. Травинки не помять, тени не бросить. Главное, не вникать в их проблемы. Они же не помнят ничего, ни добра, ни зла. Как градусники, стряхнул и нет ничего. А я понял. Раз этот бешеный день повторяется, крутится, значит, это проверка. Проверка, понимаешь? Сможем ли мы хотя бы один день сделать таким, каким он должен быть? О, немцев увезли. Сейчас воскресник в разгаре. А пьяную я взорву. Взорви. Но они же в 3 смены пашут. С людьми же взрывать-то придется. Да какие они люди, Андрей. О чем ты говоришь? Смотри, это фантазии. Призраки! Это книжка, Андрей, про послевоенную разруху. Кино! Это было давно, поэтому этого ничего нет. Товарищи! Есть предложение назвать наш городской сад. Назовем садом имени Маркиза де Сада. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей. Вон, гляди, сейчас лопату сломает. Ты гляди, гляди, гляди. Смотри, узнаешь? Вон твои. Побалакай. Я отца вызвал сегодня. Ну, чтобы с матерью побыть. Здорово. Разговор у меня. О, да ты поплыл, милый. Вон сядем. Пойдем. Осторожно. Вот так, опа, сиди. А мы вот с товарищами по поводу нового инженера. А может быть, он поет? Видишь, бледный, а? Кирилл Иванович. И еще одно, Алексей Николаевич. Вы потенциальный убийца. Да ты... Повторяю, спекулировать на энтузиазме, выработанном в военные годы, во-первых. Подменять лозунгами «Здравствуйте». Подменять лозунгами настоящие, пусть самые важнейшие дела нашего времени, во-вторых. Кирилл Иванович. Есть способы уничтожения всего самого разумного, сознательного, лучшего, что есть в наших людях. И свои убеждения я буду отстаивать в любой инстанции. И меня поймут. Ну что ж, попробуй, Кирилл Иванович. А я и пробовать не стану. Просто закрою пьяную, и все. Пойдем. Попробуй. Вот только попробуй. Закрой. Ты меня не пугай. Пошли, Кирилл. Лида, ласкать надо мужа чаще, Лида. Я за страну 4 года воевал. Я руки потерял. И обвинять меня в уничтожении я не позволю. Страна живет героическим трудом. И останавливать работу даже на полчаса – вредительство. Як написано, Смотри, что приписать Гале Есенин. Только это Катьке не показывай, а то запрещенное. А то ж все одно, то дерево. Буде рости, рости і виросте. А потім піде в землю. Бухари, плачет А где-то в иволга, землі сохраняясь тепло. стане Только мне не льон. плачется на душе светло. Знаю, выйдешь. Поливай, синочку, поливай, поливай, хорошенько поливай. І Андрюша виросте большой, і буде як Ты папа сама под голуб ласками добувати. сбросишь шелк воды, І унесу я твій пьяную ту травку онучек густую. виросте, і И теж пускай со буде звоном добувати плачет бухари, голуб. есть тоска веселая, валостях зари. — 2:12. Жду.
Я предупреждал вас сегодня насчет ограбления. Договорить. Одну минуточку. Хочу добавить. Доподлинно известно, что организатором ограбления является начальник шахты Тюкин. Вот так. Его ясные, яркие очи до конца разглядели врага. Товарищ, вам плохо? Нет. Так, пьяный. Отдыхаешь. И давно? Не стыдно? Люди после трудового дня вкалывают. Не стыдно? Иди отсюда! Идите отсюда! Мгм. Батя. Ну так что? А хрен с тобой, с парнем. Ну-ка. Вон до того куста. Давай. Вон до того куста. Давай. Во! Гони пол-литровку! А, черт! Ах, ребятки, подляжем! Дорогу герою! Ну что ты, Александр? Ой, Саша. Фронтовик, Саме тут ведёшь фронтовик, и он себя. тоже. Стыдно, Александр. Ну, им чего, мужики додому без пісні їдете? Ну, вроде все Андрюха, круто. дай Один я спел, а Сашка завжди. От там достойно. Спеем до темна, мужики! Не будешь Вот спорить, стоят собак. Бельведерский или Вот стоят. памятник шахтерской славы. Внимание! Товарищ Людкин, перестаньте! Мешать мне работать! Ну. Я кому говорю? А як у коня з похмілля, голова болить чи ні? А? Ребенка приехал! Лошадку! Сохранность Здравствуйте, гарантируем! товарищи. Почему беспорядки Да что вы, допускаете? Бухарева не знаете. Давай, ребятка, жди! Да что ж вы сделали? Лошадь мою испоганили в конец! А праздник! Это же государственное имущество! Уселись! Шнеллер!
А ну стой! Товарищ Бухарев! Я запрещаю вам в нетрезвом виде! Ночь коротка, спят облака, я знакомую музыку вальса услыхал в тишине городка. Утро зовет снова в поход. Хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, но мне кажется снова я у дома родного. В этом зале большом мы как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Прощайте. Встретились мы с вами как союзники, жили как соседи, расстаемся как друзья. Так сделайте все, чтобы мы в будущем не встретились с вами как враги. Помните, Джем, дружба народов России и Америки – это самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством. Тихо. Не надо курить в зале. Понял? Андрей! О, черт! Где же он? Что натворит чего-нибудь? Ой, людоньки добрі! Ой, та що ж це робиться? Ой, та куди ж ви його ведете? Ой, людоньки! Ой, да, какая касса? Какая касса? Я член руководства. Это недоразумение. Это ошибка. Ошибка. Да вы что, ну, брат, какая касса? Кому в голову пришло, а? Я не понимаю, ну кому это могло прийти в голову-то? Ой,
А, ну да. Почему каша? Нюра! Нюра, там на комоде. Ну ладно. Коля! Коль! Ну зачем мне, Коля? Ну ты же меня знаешь, Коля! Это смешно. Убили всю его семью. Куда ж идти теперь солдатам? Кому нести печать свою? Пошел солдат в глубоком городе. На перекресток двух дорог нашел солдат в широком поле, травой заросший бугорок. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. Лишь только теплый летний ветер траву могильную качал. Стакнул солдат, ремень поправил, достал мешок походный свой. Бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город. Как ты говоришь, как там слеза? Он пил, солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город. Какой Будапешт. Я знал, что такая песня должна быть. Слеза несбывшихся надежд. Тоже про меня. Спасибо, Андрей Иванович. Очень рады были познакомиться. Сегодня немцев пленных обратно в Германию отправляли. Сашка на весь воскресник кричал. Теперь успокоился. Это вам спасибо за все. Ой, ну что вы. Я вам бинтик постирала. Спасибо. Вот. Пошли, Андрюх. До А свидания. вы завтра приходите. Саша обрадуется. Обязательно. Андрей. Подожди меня. Я тебя отвезу. Ну что, всерьез обживаешься? Это игра, понимаешь? Только игра в одни ворота. Ничего с ними сделать нельзя, Андрей. Ни помочь, ни переделать. Вон ты руку поранил, она у тебя болит. А у них даже убитый встанет и пойдет, как ни в чем не бывало. И не будет помнить ни добра, ни зла, ничего. И верить будет в то, во что верил вчера. Как в кино. Как в кино, правильно. Правильно. Как градусник. Стряхнуло, нет ничего. У нас с тобой одна задача – выжить, понимаешь? Выжить и вернуться туда-обратно. Ты правильно сказал, как в кино. Потому что смотреть на это можно, всерьез принимать нельзя. Чего ты от них хочешь? Ну, каких таких перемен ждешь? Ну, ты посмотри, это фантомы, призраки. А ты все душу в них вкладываешь, результатов каких-то ищешь. Завяжи. Давай. В общем, Андрей, знаешь, если ты еще хоть пальцем пошли. Слышь, Серега. Чего? Вон пацана видишь? Ну, вижу. Знаешь, кто это?
Кто? Я. Эх, Андрюха, нам ли быть в печали, не прячь гармонь, играй на все лады. Где я не буду никогда. Докладная. В связи с бесперспективностью шахты Пьяная предлагаю в связи с бесперспективностью. А вот и Роза. Ох, до чего ж ты себя довел-то, Андрюша? Вы что думаете, что я железный? У меня уже все нервы поверху. Понятно?
Ладно, это мой дом. Мой. Ах. Ой. Ох, Господи. Некуда мне идти-то, все равно некуда. Ох. Пиратик, пиратик! Ну что ты расслабился? Ну что ты, ну иди сюда, я тебе молока принесла. Иди сюда. Вот. Ну подожди. Разольешь. Глупый. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте. Начинаем передачу «Музыка советского кино». Господи, мне показалось, что с Кириллом что-то. А как? Насмерть? Ой, Вика, не плачь, Вика, я сейчас. Господи, зачем ты мне сказала? Мне ж нельзя. Ой, Господи, Господи, Господи. Она умерла, я ей все стихи писал. Ну, как глаза закрою, сердце затоскует. Дом родимый видится, да родная мать. Взглянуть когда-нибудь, он с тобой свидится. Даст ли Бог хоть раз еще мне тебя обнять? Там мне приснится в льгу молодегу, за полного месяцу. Захожу я на моряке, в иглищу камеру синего моря, золотую кожуру с 12 зубами, с 13. Ну как это называется? Убьют ведь, застрелят или зарежут, и концов не найдешь. Ну, у меня машина сломалась, я тороплюсь, спешу. И что же, калитка нараспашку, дверь открыта. Ну как же так, ну? Не любишь ты меня, себя не бережешь, не жалеешь. Кирилл, да что с тобой, Господи? Я не могу. Ты говорил точно эти слова. Мне страшно. Я не могу. Мне страшно. Лиденька, умоляю тебя. Ты только не волнуйся. Лида. Нет. Я прошу тебя. Нет. Ну что такое? Ну что случилось? Нет. Ну успокойся, мой милый. Уж прошу. Ну все. Вот так, тихо. Ну все хорошо. Все хорошо. Все. Ну вот. Погоди, не поворачивайся. Посиди вот так. Хорошо? Я сейчас. Еще не пора. Не поворачивайся. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Ой, как страшно, ужасно. Ой. Господа, ваш пароход отходит через 15 минут. Просим занять свои места. Мы будем плыть
по великой реке Миссисипи. Лидонька, я уеду. Ты никуда не ходи. Поняла? Куда ты уедешь? В Тресте я настоял на своем. Закрыл пьяную. Видимо, не вовремя. Был невоздержан на язык. Но Тюкин, гад, не поддержал. Ну ладно, черт с ним. Не смей. Закрывай калитку и дверь на замок. Стой! Стой, стой! Стой, говорю! Я американский шпион, возьмете? Документы. Есть деньги. Вот есть советские. Вот не наши есть. Можно сесть? Ага. Здорово, батя. А я не знал, что ты сидел. Или ты не сидел? Его посадят? А как? По наговору, нет? Как у вас принято? Бать, ответь мне на вопрос. Если человек из-за паршивой шахтенки ломает жизнь себе, родным, и ни черта не добивается, это что, идиотизм, фанатизм или что-то, чего я не знаю? Батя, ты-то ведь станешь совсем другим, ничего от тебя нынешнего не останется. Будешь ты в бессилии выйти кататься по полу от невозможности хоть что-то исправить. Только мать будет прощать, плакать, плакать, прощать. Я, бать, наверное, всю жизнь буду мучиться жалостью к тебе. А мамку жалко. Она сперва плачет, а потом кричит. Справедливости, которая восторжествует. А девочки сплетут венки, наденут их на голову. Фух. Так. Ну, давай 5. Давай быстрее, а то опоздаем. Ну что ж вы, шакалы, у него жена беременная. Мной! Фокус-покус! Не понял. Ну что ж ты замолчал? Движок стучит. Дверку плохо прикрыл. А какой сегодня день, а? 9, понедельник. Как это 9? Ну, после 8 всегда 9. День Победы. Угу. С праздником. Что ж теперь будет? Будешь сидеть тихо, ничего не будет. Николай, может быть, выпустить его, а? Выпустишь его, оно людей кидаться начнет. Стоять! Вот так. Ага. Лидка, осторожней. Да рано ей еще. Она знает. Ой! Выходи. Нет.
Я сейчас выйду, ты меня шлепнешь. Нужен ты мне. Нет, я не выйду. Выпни его. Я не пойду, я сказал. Уйди, руки, не пойду. Закрой дверь. Я не пойду, я сказал, закрой дверь. Я не пойду, я сказал. Уйди, Сашка! Уйди, говорят тебе! Да вы что, бабы, сдурели? Я же слепой. Я не пойду, я сказал. Полегче. Нет, я не пойду, отпусти мне руки. Я не пойду, я сказал. Уйди, батя. Слышишь, батя, ну отпусти, батя. Помоги мне, а! Родилка, помоги! Всех! Ты, Господи, душу даешь! Не пойду, отпустите меня, батя. Батя, помоги мне. Я не пойду. Ступай, сынок. Товарищ, вам плохо? Ты чего, хлопчик, а? Нет, ничего, спасибо. Спасибо. Извините. С праздником. С праздником. Ночь коротка, спят облака. Я знакомую музыку вальса услыхал в тишине городка. Утро зовет снова в поход. Хорошо, что я встретился с вами, проходя мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, но мне кажется снова я у дома родного. В этом зале большом и как будто вдвоем, так скажите, Замкните, говорите, идите, наговоры через порог.